Поговорим о подведении итогов отключения электрической энергии, которые происходили, преимущественно как раз в объединенной энергосистеме Юга нашей страны. Я напомню, что в объединенной энергосистеме Юга установлены мощности электростанций, это без новых регионов, а то так периодически с новыми регионами считается, там вообще 40 гигаватт выходит, без них 28 гигаватт, примерно, если округлить. А максимальное потребление установленной мощности 21 гигаватт был зафиксирован в текущем году. Буквально только-только мы рассказывали об этом в одном из предыдущих выпусков. И вот глава системного оператора Федор Апатчий дал интервью агентству ТАСС, где высказал пару соображений относительно текущей ситуации. Вот сейчас об этом поговорим. Одна проблема – это высокие температурные значения, другая – нетипичная продолжительность периода экстремально высоких температур. Лето у нас внезапно пришло. Когда здания и сооружения прогреваются, происходит максимальное использование систем кондиционирования. Важным фактором роста энергопотребления является и увеличение потока туристов в южные регионы страны. Все вместе привело к рекордному росту потребления электрической энергии. В объединенной энергосистеме Юга России был достигнут исторический максимум электропотребления, превышающий даже зимние значения, когда традиционно нагрузка на энергосистему максимальна. Это колоссальный рост. Если пересчитывать рост потребления с учетом климатической нормы, не учитывая экстремально высокие температуры наружного воздуха, то он также был значительным. Это собственно говоря, такое краткое описание сложившейся ситуации, причин, почему происходили те или иные события. Сейчас будет бенефис Бориса, а пока... Мы дослушаем, там он не все сказал. Да, по словам главы системного оператора, а системный оператор — это, собственно говоря, диспетчерское управление. Центральное диспетчерское управление. Центральное диспетчерское управление. И кроме того, это организация, которая занимается стратегическим развитием единой энергосистемы Российской Федерации. То есть это более чем заметный игрок, это не кто-то там, какой системный оператор, кто это? Это те, кто управляют фактически энергетической системой Российской Федерации. Так вот, по его словам, по словам главы системного оператора, рост потребления электроэнергии за первые 3 недели июля в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил. И давайте мы с вами посмотрим, что же там происходило в этой объединенной энергосистеме, насколько был рост. А пока вывешивают табличку, я так зачитаю. Значит, на 7,3% было превышение во всей единой энергосистеме. Среднее по России. Там можно оговорку сделать, хорошо, среднее по России. А в объединенной энергосистеме Юга более 20%. Это за первые 3 недели июля текущего года по сравнению с первыми 3 неделями июля прошлого года. Показатель год к году. В кубанской энергосистеме конкретно 27,5% прирост, в ростовской 17% прирост, и конкретно у Ингушетии восхитительный прирост в 68%, с чем всех потребителей в этой энергосистеме мы и поздравляем, видимо, потому что сочувствовать как-то, наверное, нехорошо, поэтому поздравим. И причина временных ограничений – энергоснабжение. Тоже давайте посмотрим на список. Беспрецедентный рост потребления в условиях аномальной жары, аварийные ремонты и незапланированная остановка генерирующего оборудования, в том числе отключение одного из энергоблоков Ростовской АЭС. Я слышал потрясающие рассказы о том, что Ростовская АЭС вообще не работает для энергосистемы России, это только экспортные мощности. Думаю, что? 4 гигаватта? В Турцию, там люди рассказывали, в Турцию отправляем. В Турцию электрическую энергию отправляем со всей Ростовской АЭС. Это, если что, удивительная история. Так вот, невозможность обеспечить баланс производства и потребления в энергосистеме за счет перетока из смежных энергосистем в связи с ограниченностью пропускной способности сети. Можем ли мы как-то это прокомментировать? По первой цитате, которая была по поводу климата, на сайте системного оператора лежит документ в открытом доступе, не секретно. Определение влияния температуры наружного воздуха на потребление мощности. Пояснительная записка со всеми расчетами, которые необходимы, чтобы это рассчитать. Не знаю, зачем. Учесть мы не можем. Значит, что у нас сложилось? Помимо того, что традиционно в летнее время проводят планово-предупредительные ремонты, и часть мощностей была отключена планово, случилось подряд несколько аварий, которые, наверное, в обычное время
особого влияния бы не оказали. Ну, в данном случае все совпало. Совпало то, что даже если бы линии электропередачи с соседних объединенных энергосистем, объединенная энергосистема Юга имеет связи по линиям 30-30 киловольт, объединенная энергосистема Среднего Поволжья такие же связи имеет, там резервов тоже не было, потому что там тоже было жарко. Как неудивительно. И если в обычных случаях системный оператор находит возможность резервы перебросить, то здесь и резервов надо было больше перебрасывать, и их было меньше, просто физически меньше. Что касается высокой температуры, то такой рост температуры на юге у нас наблюдается регулярно, но впервые он был такой продолжительности, впервые за долгое время наблюдений. По-моему, первый раз за 50 лет или что-то около того. Ну и, опять же, надо отдать должное, объединенная энергосистема Юга и в советские времена не могла похвастаться излишками резервов. И здесь, видимо, то, что вряд ли действительно можно при помощи калькулятора просчитать, необходимость подачи электроэнергии в наши новые старые районы. Если в украинские времена, так скажем, Запорожская атомная электростанция запитывала Крым, то в 23-м году уже были Министерством энергетики весьма оперативно построены линии электропередач, которые направляют электроэнергию в обратном направлении из Крыма в Запорожскую и Херсонскую область. То есть вот здесь все совпало в одну точку. Как перепланировать? Не стоит забывать, что энергетика, электроэнергетика, так скажем, является самой консервативной частью экономики. Ничего с этим не сделаешь. Даже если будут проведены все конкурсы отбора мощности, а их сейчас уверенно сдвинули с лета на осень, не знаю почему, наверное, какие-то важные причины для этого были, новые электростанции появятся не раньше, чем через 2 года. 2 года – это скорость строительства новых электростанций, если они угольные. Именно это является причиной того, что в развивающихся странах быстрее всего строятся угольные электростанции. Они дешевле всего, они быстрее всего строятся. Но поскольку у нас взят курс на озеленение, декарбонизацию и прочего, о чем нам сообщил наш вице-премьер Александр Новых в свежем номере журнала «Энергетическая политика», мы будем ждать газовых электростанций. Это займет еще больше времени. Если мы решим, что нам нужно увеличить перетоки из объединенных энергосистем соседствующих, нам необходимо попытаться хотя бы представить, на какие деньги это будет сделано и насколько вырастут тарифы. Да, в тарифы закладывается вот эта составляющая, которая, то есть мощность добавляется в энергосистему, это должен оплатить потребитель. Строятся новые линии электропередач, новые подстанции, тоже должен оплачивать потребитель. Таков федеральный закон номер 35 2003 года выпуска о электрической энергии, в которую я пытался сосчитать, сколько внесено поправок, на 5-м десятке сбился. Их в среднем вносят по 3-4 раза в год. Если господа депутаты считают, что этот закон должен оставаться в таком же виде, мы будем получать результаты такие, какие видим. Нам и так непросто. Электростанция строится долго. Если ее планировать в таком режиме, как мы это делаем сейчас, и перекладывать расходы все на плечи потребителя, мы получим удивительный результат. Я вот сейчас отбегу назад, потому что такую хорошую вещь подметили. Появились заправки, стоят колонки в коробках из профнастила, типа моек. Мой сам. Тот же смысл. На них бензин дешевле на 3-4 рубля. Кто это? Я бы на вашем месте не стал заправляться на этих чудесных заправках, потому что есть проблема, общероссийская проблема с незаконными заправками, и чем там вам предлагают заправиться, что продают под видом моторного топлива. И какие перспективы откроются перед двигателем вашей машины? Вот. Я, как человек, столкнувшийся тут с некоторыми проблемами в двигателе машины, вот заклинаю, не надо. Вот тут просто не надо. Оно будет, вот выйдет дороже. Потому что очень может быть, что продают что-нибудь из... Нет, может, это просто кто-то что-то где-то, честно взял и позаимствовал какие-то объемы, и теперь их продает зачем-то дешевле, почему-то не в рынке. Ну, ладно. А может быть, это прямогонный бензин вам пытаются продать под видом нормального 92-го, 95-го. Может, там вообще одна бочка стоит, которой вас пытаются заправить и бензином, и дизельным топливом. Не надо, серьезно. Это вот, знаете, один раз сэкономишь, потом разоришься на ремонте. Не надо, в общем. Все, возвращаемся к электроэнергетике. Да. Федор Юрьевич Апачин напомнил о том, что в схеме и программе развития на текущую пятилетку, утвержденной осенью прошлого года,
прогноз на дефицит по мощностям в объединенной энергосистеме 1300 мегаватт на пятилетку. Сейчас он говорит о том, что это надо пересматривать. Схемы и программы развития пересматриваются каждый год в сторону увеличения. Но это на пятилетку. То есть через 5 лет удастся среагировать. Даже если сейчас будут проведены дополнительные вычисления, если у нас удачно пройдет конкурс отбора мощностей, мы получим результат через 5 лет. А следующее лето через год. Это к слову. То есть у нас есть 1 гигаватт 300 мегаватт, и нужно еще корректировать. Надо корректировать очевидным образом. А давайте мы посмотрим, какие факторы предлагает как раз-таки глава системного оператора по поводу корректировки. При корректировке прогнозных величин энергопотребления должны быть учтены. И вот у нас есть списочек как раз по материалам этого интервью. Те самые климатические аномалии, тут нам пишут о других факторах, но, правда, жара стояла дольше, чем обычно. Это тоже важный фактор, который не может не влиять. Она отсекла резервы, которые с соседних объединенных энергосистем не удалось подать. Нет резервов. Рост энергообеспеченности населения, это был на одном тут эфире не так давно, и там сказали, да что там выросло энергопотребление в России с начала 90-х всего на 5%. На самом деле на 10%, но не в этом дело. У нас энергопотребление падало до 98 года ниже 800 миллиардов киловатт-часов, с 1000 миллиардов киловатт-часов до 800 миллиардов киловатт-часов. А сейчас это 1100 миллиардов киловатт-часов. Но если раньше это в основном были промышленные потребители, они отсекались в течение 90-х, то сейчас прирост как раз из-за роста энергообеспеченности населения. Чайники, электроплиты, компьютеры, ноутбуки и так далее, так далее, так далее. Ну и реальная аварийность на энергообъектах. Это кстати, приятно, что представители системного оператора проговаривают этот фактор, потому что, да, аварийность растет. Аварийность растет, потому что местами стоит оборудование, поставленное недружественными странами, которое необходимо сейчас научиться менять, не соблюдая авторских прав. Надо разобраться, что нам дороже. Энергообеспеченность населения и экономики или авторские права компаний Siemens, ABB, GE и прочих. И решать. Что касается роста энергообеспеченности населения, давайте попробуем все-таки согласовывать. У нас исчезло Министерство ЖКХ. Есть департамент ЖКХ в Министерстве строительства. Давайте посмотрим, какие новые дома у нас строят. Они все выше 9 этажей. По пожарной безопасности там нет газовых плит. Первый пункт роста: везде стоят электроплиты. Давайте посмотрим, что делает еще одно министерство, которое отвечает за развитие внутреннего туризма. Прикладывается максимум усилий для того, чтобы у нас туризм стал внутренним, а не внешним, чтобы мы перестали увозить наши деньги в Турцию, Египет и прочие Канары. На Канары все нормально. С этим уже проблемы. Это я в запале, понимаешь? Я понимаю, да. Строятся гостиницы, есть налоговые льготы, есть возможность брать льготные кредиты и так далее, и так далее. Что такое гостиница на юге? Вы ее можете себе представить без кондиционеров? Я нет. Если строятся гостиницы, значит, возникает вся дополнительная система сервиса, дополнительные пункты питания, развлекательные центры и прочее. И то, что у нас планирование идет на основании закона ФЗ номер 35, заводит нас в тупик. Чем дальше, тем этот тупик будет глубже. Это в советские времена проектировалось одновременно все. Здесь мы построим завод, при нем 4 жилых квартала, 5 больниц, 3 школы, 2 детских садика, или наоборот, в любом порядке. Это должно произойти через 5 лет. Мы это проектируем все вместе. Министерство энергетики, Министерство промышленности, строительства и ЖКХ тоже. Потому что любое новое строительство должно сопровождаться расширением инженерных сетей. Сейчас у нас частная инициатива. И мы реагировать с той же скоростью, которая заложена в ФЗ-35, уже не имеем права. Мы зайдем в тупик. ФЗ-35 необходимо менять. Нам шикарный сейчас комментарий прислали. Я сейчас объясню, чем он шикарен. Да-да, давайте солнечные батареи делать на крышах. Мы тут в эфире часто злословим в адрес возобновляемых источников энергии. Это не потому, что они плохие, а потому что зачастую на них возлагаете функции, которые не надо на них возлагать. Но это мы тут сидим, что мы можем понимать? А давайте, что по поводу ВИА сказал глава системного оператора и их роли в текущих условиях. Если можно, цитату на экран давайте выведем про возобновляемые источники энергии. Один из
негативных факторов при аномальной жаре на юге: снижение ветряной нагрузки и, как следствие, снижение выработки электроэнергии на ветряных электростанциях. В целом, выдача электроэнергии от возобновляемых источников является погодозависимой и не гарантирована даже при обычных обстоятельствах. В условиях аномально высоких температур на юге наблюдалось снижение ветра. Читатели моего телеграм-канала «Нефтегазовая игра», минута саморекламы, видели, я сегодня уже писал. Производительность ветроэлектростанции зависит не только от коэффициента полезного действия оборудования этой электростанции, но и от куба скорости ветра. От скорости ветра в третьей степени. Если она чуть-чуть снижается, эта самая скорость, это приводит к сильному сокращению выработки электрической энергии. Я знаю, что тут Борис тоже у себя в телеграм-канале, собственно говоря, Борис Марцинкевич, написал на эту тему, и там люди стали заявлять: а вот у нас на ветроэлектростанции все отлично, все очень хорошо, все работает. Расскажите, пожалуйста, это главе системного оператора, который, видимо, не в курсе того, где, что производится. Хотя именно эта структура отвечает за то, чтобы видеть, где произведено, сколько произведено, и если что, отдавать команду: ребята, тут спрос растет, вот у этих производительность упала, пожалуйста, увеличьте производство электрической энергии. Вот такая вот история. Это не то, что ветроэлектростанции плохие или надо везде поставить солнечные панели. Если у вас есть деньги на солнечные панели, то поставьте, кто вам помешает. Более того, вы можете даже сделать так, чтобы, если у вас есть избыток электрической энергии, производимой солнечными панелями, на крыше или на участке, где вы их поставите, вы можете их в сеть сдавать. У вас их будут покупать, то есть будете даже немножко зарабатывать. Правда, это дорого. У вас хотя бы окупятся расходы на мытье этих панелей? Гарантий никаких. От грязи. Гарантий никаких, поэтому не надо обещать такого. На самом деле это достаточно серьезно. То, что я об этом говорил, раз у нас минута саморекламы зафиксирована, слава богу, 12 июля ко мне с вопросом обращались из Крыма, пришлось объяснять. Это не сейчас замечено, это замечено в Европе. При высоких температурах штиль. Именно с этого началась острая фаза кризиса энергетического в 2021 году. Аномально высокая температура, выработка ветровой энергии устремилась к нулю. Для нас Европа – это юг. Наш юг – это Европа. Для того, чтобы предсказать, что будет именно вот так, не надо было ждать сегодняшнего лета. Там уже эксперименты на себе поставили. Умные люди учатся на чужих ошибках. К слову пришлось. То есть, еще раз, надо ли ставить ветряки? Надо. Там, где есть возможность, там, где есть резервная генерация, это прекрасный источник энергии, можно им пользоваться, никто не возбраняет, тем более, если есть там еще какой-то мультипликативный эффект от этого. Есть такие возможности организовать такой эффект. Просто не надо на них делать ставку. Я сказал, что 28 гигаватт в объединенной энергосистеме Юга. Сколько там ветряков из этих гигаватт? Я только проценты наизусть выучил. 11,97%. Это предельная величина, потому что если посмотреть на исследование, проведенное нашим системным оператором, 12,5% – это та величина, выше которой подниматься нельзя ни в коем случае. Иначе потребуется просто глобальное вложение в развитие сетевой инфраструктуры. Единственное место, где мы можем позволить себе строить ветровые электростанции, где под них есть оперативные резервы, это Дальний Восток, потому что там очень большой объем электроэнергии вырабатывается гидроэлектростанциями. Они самые маневровые. Если нет ветра, можно увеличить сброс воды, если, конечно, нет паводковых явлений, если Росводресурс разрешат. Но там хотя бы такая возможность есть. На юге у нас ГЭС не хватает для того, чтобы резервировать строящиеся ветровые электростанции. Не хватает, потому что рек не хватает. Там у нас в объединенной энергосистеме Юга, если не считать горных районов, гидроресурсы использованы практически полностью. Огромные, конечно, резервы есть в Ингушетии, в Чечне, в Дагестане, но туда надо идти с серьезными вещами. ГЭС быстро не строится. Даже если мы малые ГЭС строим, это 3-4 года. Быстро можно строить так называемые блок-станции. То, с чего начиналась когда-то энергетика, моя фабрика, моя электростанция. Но это, наверное, отдельная тема для разговора, иначе мы следующую тему уже не успеем. Вообще не успеем. А учитывая, что у нас еще не одна, ладно, какие-то просто перенесем на следующий раз. Ветряки в Крыму ставили еще при Украине. Большинство из них, скорее всего, просто вышли из строя, так как, проезжая мимо, видно, что они не работают. Не факт. Системный оператор мог дать команду остановиться. Там есть 2 газовые электростанции. Просто сейчас их выработка электрической энергии с них не нужна. Их тормозят, там разворачиваются эти самые лопасти, и все, они останавливаются. Повисли на оси.
Да, то есть нет, это у нас, в отличие, скажем, от Европы, по крайней мере, не пришли к тому, чтобы давать приоритетный доступ к сетям для возобновляемых источников энергии. Был приоритетный доступ, но системный оператор при помощи Министерства энергетики в 2021 году добился того, чтобы этот приоритетный характер был снят законодательно. У системного оператора действительно есть возможность отключать те станции, которые он считает необходимыми. Вне зависимости от того, солнечные, ветряные, газовые, угольные, он вот то, что посчитает необходимым, то и выключит. Все на равных условиях.